Я в одном из недавних видео говорил, что смотрите, у кого учиться, вот как выбрать педагога. И говорил о том, что работы художника, педагога, да, очень важный момент для такого критерия, подходит он вам или нет. То есть не то, что человек балаболит, учит, рассказывает, а что он делает. На что мне любитель ас написал, что был такой преподаватель Павел Петрович Чистяков. Если посмотреть его работы, то это ужас какой-то. Только выпустил он такую огромную плеяду замечательных художников, что дай Бог каждому. Так что дай посмотреть, что ты пишешь, и я решу, стоит ли у тебя учиться, не всегда имеет значение. Дорогой любитель ас, Павел Петрович Чистяков закончил академию с несколькими золотыми медалями. Был послан в пенсионерскую зарубежную командировку, после чего стал академиком, ему присвоили звание академика, за работу «Римский нищий». Ну, не присваивают просто так звание академика. Мнение о том, что он вообще рисовать-то не умел, и ничего, работ никаких у него нет, оно ошибочно. Всегда добивайтесь того, чтобы увидеть работы художника, у которого вы собираетесь учиться. И тщательно их проанализируйте с точки зрения вообще профпригодности. Опять же, любитель ас пишет комментарий к наброску, который я опубликовал вот вчера. Как здорово смотрится зарисовка на тонированной основе. Бумага, картон, знак вопроса. Бумага. Да, серая бумага, она продается. С моей точки зрения, гораздо лучше, чем на белой. Кстати, ее можно тонировать, ну, то есть имприматуру делать перед тем, как вы делаете наброски. Любого тона, любого цвета. И это выход из положения, белую бумагу. Можете даже как-то хитро ее затонировать. Ну, то есть не везде прокрыть или разными вообще цветами. Поделитесь своей манерой видения и отображения, пожалуйста. Но все в работах, дорогой любитель ас, все же видно то, что я делаю. Чем я могу еще поделиться, как не работой. Вы придаете значение конфигурации форм, направленности в пространстве, плоскостям освещенным и затененным, полутеням, рефлексам. Ну а как же не придаю? Ну в работах же это что, не усматривается, что наподобие обрубовки головы? Ну конечно, вот один рефлекс. Здесь общий заполняющий тон еще. Хорошо, когда модель освещена, тем более еще разные температуры и цвета, это вообще классно. Или это ваша манера предполагает что-то иное. Ну вот то, что вы видите, то и видите. То, как я вижу, то и пишу. Так и пишу. Если читается вами, естественно, это будет прочитываться всеми абсолютно людьми по-разному. Это нормально, я к этому привык. Сун пишет, какая пошлость на этот набросок комментарий. То есть кардинально противоположные мнения. Для вас это здорово смотрится, для кого-то пошлость. Я к тому, чтобы мы не обращали внимания ни на хвалу, ни на пошлые комментарии, что вы вообще куда-то забрели не туда. Есть какая-то линия, вот стержень, который в каждом из нас есть, мы его чувствуем. Какие-то ориентиры, неведомые никому. Наши пристрастия, любовь к определенному стилю, художнику – это тайна. Пусть это будет тайной. Пусть это будет как маяк, который высвечивает направление, куда идти. А дальше вы все равно будете в своем стиле работать и добиваться своих результатов, свое развитие будет плоскости, освещенной затененным полутеням рефлексом. Да, это мир рефлексов, безусловно. Я, когда пишу модель, я не знаю, наброски, это абсолютно не важно что, ну просто фигура, портрет, я разделяю, иду от среднего тона. То есть средний тон закладываете, он может быть любым, тепло-холодным, в сочетании. И если какой-то рефлекс моделирует эту форму отчетливо, он может быть любым, теплым, ну любым. Главное, что есть эта форма и эта, вот действительно обрубовка. Вот этот рефлекс помогает объем делать. Он помогает четко разграничить вот эту и эту стороны куба.
Они просто по-разному освещены и моделируют объем в пространстве. Так что, конечно, пренебречь этим можно. Можно выключить все эти приборы световые или просто не наблюдать это, не замечать. А можно замечать, и тогда структура портрета или фигуры будет более яркой и объемной. На мой взгляд, это очень сильно помогает. Серж Тундра, уважаемый Вячеслав, вы говорили, что много работаете с акрилом и темперой. С темперой работаю, вот наброски делаю, с акрилом не работаю, мне он не нравится. С темперой я дела не имел, а акрил знаю. Ну вот, очень хорошо, что быстро сохнущая краска. Как вы решаете эту проблему? Пользуетесь ли мокрой палитрой или же той же складной, как для масла? Нет, я не пользуюсь мокрой палитрой. У меня для темперы закрывающаяся такая палитра с резиновой прокладочкой, и она, в общем, темпера там не сохнет. Ну, эта проблема решается. Есть же какие-то замедлители высыхания для темперы. Вы можете его использовать, купить, если это нужно. Мне как раз нравится, что... для акрила. Мне нравится, что темпера подсыхает быстро. Она какая-то удивительная краска, потому что она, значит, в массе своей не очень быстро подсыхает, ну, на самой палитре, да. Я ее подбрызгиваю так иногда, а на бумаге она или холсте быстро высыхает. Ну, потому что ее мало, и там, наверное, жидко как-то кладется. Если бы она медленно высыхала, мне бы она меньше нравилась. А когда слой подсыхает, и тут же кладешь следующий, он не смешивается с этим слоем, с предыдущим, поэтому есть какая-то вот конкретность каждого мазка. Он не сплывается ничего, как акварель. Ну, это мои пристрастия, а по поводу медленного высыхания, замедлителей, это решается проблема каким-то пизурком. Магомед Нурмагомедов. Что за поголовное стремление минимализма и недоговоренности в живописи? По какой причине стало стыдно писать в старой реалистической манере? Вот так вот, да? Но мне не стыдно писать в своей манере, в которой пишу. Она как-то сама вызрела, выцвела, проявилась, показалась, мне стало комфортно. А по поводу недоговоренности, ну вот смотрите, ваш вопрос всего лишь 2 строчки, и он очень четко вот, понятен, правда? Нет смысла развозить его многочисленными примерами. Бывает, так пишут вопрос, что я не знаю, на целой странице. Но внутри этого вопроса есть еще подтекст, правильно? Каждый из нас его чувствует. И я стараюсь вот этот подтекст, то, что мы чувствуем все, в живописи делать, в своих картинах. То есть не все рассказывать, а чтобы что-то осталось, что зритель домыслил, дочувствовал. Зритель становится соучастником этого безумия, которое творится на моих холстах. И может произойти резонанс. Мы можем стать ближе, мы становимся друзьями. Недоговоренность, пауза, тишина, как угодно можно сформулировать это, недосказанность, но пауза между 2 звуками. Вот сейчас только что была пауза. Она же многозначительна. В ней что-то есть, скрыто. Звучит мелодия, там, та-ра-да-да-дам, та-ра-да-дам, пауза. То есть в этот момент мы живем. В паузах мы живем, в промежутках, в недосказанностях. Но с человеком вы встречаетесь, он еще ничего не сказал, вы просто смотрите на него. Но уже ведь все, Магомед, понятно? Ну правда ведь? Что говорить? Вообще нужно ли говорить? Или повернуться и пойти дальше? Еще ничего не сказано. А если уж сказано несколько слов, может быть, их достаточно, ну, для понимания, кто перед тобой. На этой ли он волне или нет. Ну, разве не так? Ну, а если так, то зачем вообще трындеть в живописи в своей? Зачем много рассказывать? Каждый листочек, каждый, я не знаю, штакетинка, каждый камешек. Зачем? В субботу 21 числа
мы пишем натурщика в образе султана. Записывайтесь на этот семинар однодневный. Мы будем работать днем любыми материалами, хоть карандашом, для кого-то важно порисовать под контролем, для кого-то пописать. Студия находится недалеко от Таганки. Записывайтесь, поработаем вместе. Постановка яркая, я попробую сделать ракурсную постановку. Можно писать всю фигуру целиком, можно писать портрет, можно с руками. То есть просто вы сами ловите свою задачу, свои устремления. Это будет мощный урок. 21 мая в субботу. Я выпускаю новый урок в моей онлайн-школе. Я его смонтировал. Хочу с вами поделиться приятной новостью. Анонс. 46-й урок «Чеховка в Гурзуфе». Довольно-таки серый день, солнца нет, рассеянный свет, но очень четко прорисовываются сдержанные тональности гор, неба, стены белой, вот этой беленой мазанки, зеленый забор, двери, зелень, кипарис, дорога. Все это спокойно, сдержанно, и нужно написать именно это состояние. Задача не из легких, но тем интереснее. Пусть все наши работы будут разными, пусть в них будут отражаться разные состояния природы. Тогда наша живопись будет многогранной, широкой, яркой. Я подробнейшим образом показываю, как ведется работа, что происходит на палитре, какой мотив. И очень надеюсь, что этот анализ, этот урок поможет вам разобраться со спокойным, рассеянным состоянием, когда солнце скрыто за облаками, когда рассеянный свет. 46-й урок.